Здравствуйте, с вами 103 ТВ, Первый медицинский канал. У нас в гостях президент Международного благотворительного фонда «Аполлон» Игорь Гендель. Расскажите нам, пожалуйста, чем занимается ваш фонд? Во-первых, здравствуйте. Чем занимается наш фонд? Наш фонд занимается оказанием помощи осужденным, которые находятся в местах лишения свободы, которые находятся на условно-досрочном освобождении, и членам их семей, если сказать коротко. В целом мы прописали программу на 20 лет, собираемся 20 лет заниматься тем, чтобы реформировать, помочь государству реформировать пенитенциарную систему Украины и привести ее в надлежащий европейский вид, поскольку Украина движется европейским курсом. Программа на 20 лет — это очень серьезный труд. Значит, вы созданы не вчера, вы прошли какой-то путь уже. Действительно, мы его прошли. 6 лет мы готовились к тому, чтобы об этом заявить. 6 лет было проведено работы разными общественными организациями, связанные со здравоохранением, как Ассоциация сприяння охраны здоровья Украины, и ряд других организаций, которые мы набирались опыта, мы набирались понимания, как это делать. Мы должны были просчитать, чтобы нашим донорам четко показать и заявить о тех цифрах, о которых мы заявили. Это 800 миллиардов долларов, которые должны быть в эту программу использованы. То есть это не денежный эквивалент, соответственно, это все материалы, медицинское оборудование, все сюда включаем. И для того, чтобы было созреть, мы должны были провести эту работу, то есть сделать это домашнее задание. Мы его сделали, пришли к тому, что мы создали этот фонд. Он создан 3 общественными организациями, украинскими. Одна из них есть международная организация, где возможно получить международные контакты от доноров, которые нас в этом поддерживают. Это здорово. Насколько я представляю, заключенные, они поражены, в общем-то, во всех своих правах, и все их права, они ограничены, они не могут реализовать их в полной мере, так как обычные люди. Чем именно занимаетесь вы? Какими сферами вы в большей или в меньшей степени озабочены? Давайте, мы разделили нашу программу на 4 части. Значит, смотрите, первое — это здравоохранение. Это обязательная форма, которая должна присутствовать. Это разные аспекты, начиная соответственно, от диагностики, лабораторного исследования и, соответственно, лечения. Это раз. То есть, второе — это быт. Это необходимые условия, которые должны быть, поскольку на сегодняшний день эти условия не соответствуют человеческим. Третье. То есть это образование. Это те люди, которые должны иметь возможность получить образование, если у него нет, профессию и развиваться в этом, понимаете? То есть это самое главное, поскольку он там находится не вечно, у него есть перспектива выхода в общество, и он должен иметь образование, он должен иметь профессию, как он дальше будет себе зарабатывать на жизнь. Это важный фактор социализации. Абсолютно. Вот. И, соответственно, третье — это реабилитация. Поскольку люди, отбывшие в местах заключения длинные срока, им, как правило, выходить негде и некуда. И получается замкнутый круг. То есть человек выходит, ему нужно где-то регистрироваться. Регистрацию он не может нигде зарегистрироваться, поскольку, как правило, у него уже ничего нет, родителей нет и так далее. То есть без регистрации он не может получить
нормальные документы, то есть, что я имею в виду, украинский паспорт. Это при отмененном институте прописки. Отмененном институте прописки, поскольку должна быть регистрация. Она в любом случае, она не отменяет это. То есть должна быть регистрация, он должен где-то быть зарегистрирован. Где-то быть, это значит, что-то надо иметь или кто-то должен его... Но вы же не у себя дома его регистрируете? Как вот это Абсолютно нет. Значит, а когда есть реабилитационный центр, и когда человек приходит, и он может спокойно, там вот о чем мы сейчас говорим, то есть создание реабилитационных центров. Там идет направленность, что человек пришел. Во-первых, он получает регистрацию. Во-вторых, он получает место, где он может какое-то время или постоянное время с его пожелания находиться. То есть у него будет условия для проживания, условия для того, где он может спокойно отдыхать, то есть жить и так далее. Следующий момент мы предлагаем провести, мы взяли, скажем, за основу и в опыт это развитие кибуцной системы, кибуцев. То есть это, что означает система кибуца? Это человек живет для своего блага и блага своего ближнего. Такое общинное. Это общинное абсолютно начало. То есть мы говорим о том, что приходи к нам, работай, создавай свое благо, создавай благо своему ближнему и возвращайся в общество. То есть реабилитируйся и так далее. Не хочешь, то есть мы не можем запретить воровать. Хочешь воровать, иди воруй. И дальше возвращайся в лагерь. То есть мы должны людям суметь показать разные пути их жизненного направления. После того, как они освободились. Они должны иметь выбор. Они должны иметь выбор либо идти туда, либо сюда. Хорошо. О социализации еще вопрос. Вот образование. Они должны получать образование, они должны получать какие-то дипломы, видимо, сертификаты. Как это тоже технически делается? Давайте начнем с того, какая сегодня проблематика в колониях. Поскольку я по ним ездил, я посетил уже 134 по всей Украине, 134 установы, я вам скажу одну проблематику, самую колоссальную. В лагерях нет работы на сегодняшний день. То есть люди сидят, и они не имеют сегодня работы. А если они имеют работу, то эта работа абсолютно не оценена ничем. То есть она ноль. Понимаете? Вот в чем суть проблемы. То есть на самом деле должны люди, которые находящиеся в заключении, у них есть два этапа пути, вернее 3. Путь номер 1. Идти учиться, им должна быть альтернатива предложена. Второй путь. Работать, как обязательный порядок, потому что он должен работать и зарабатывать себе, зарабатывать себе средства на жизнь там. И не вытягивать это из семей, понимаете? А находить возможности жить там. И третий момент. Отрицать все и ничего не делать. Есть тоже такие люди, и они есть, они существуют. Вот есть 3 пути развития. Они есть везде. Они есть везде. То есть есть 3 пути развития. Но мы должны предложить людям, чтобы у них они были, эти альтернативы. Конечно. Соответственно, что нужно сделать? Нужно привлечь серьезные концерны, компании, европейские, украинские, для того, чтобы они не боялись размещать свои заказы в местах лишения свободы, то есть в лагерях. Но там должно быть создано производство. Однозначно. Что его должно создать? Государство? Опять же, нет, государство к этому не должно. Государство на сегодняшний день занято другими вещами. Понимаете, у государства куча проблем других. Хотя от этой проблемы нельзя отказываться. Но здесь можно идти другим путем. Понимаете? Здесь приглашаются инвесторы, здесь приглашается бизнес, которому будет достаточно удобно, достаточно эффективно со стороны бизнеса размещать именно свои производства на этих площадях. Почему? У них абсолютно 24 часа рабочая сила под их боком. Конечно. Да? То есть и все условия, которые соблюдены в плане охраны, в плане пожарной системы, в плане чего-то, там все это обеспечено.
и все это находится уже под их, как бы, да, то есть под надзором, под контролем и все прочее. Все производства могут работать и быть спокойны, это раз. Что должно быть со стороны государства? Со стороны государства должно быть единство, чтобы они не мешали. Это раз. А второе, дали гарантии бизнесу, что завтра он не потеряет свой бизнес. Ну, на мой взгляд, государство должно дать налоговые льготы такому бизнесу. Вы понимаете? Потому что это доброе дело, это очень важно. Плюс... Это социально значимое вообще предприятие, потому что я бы лоббировала налоговые льготы. Хотя, конечно, наверное, надо сначала вообще осуществить это. Вы понимаете, то есть мы не строим велосипед. То есть я имею опыт разных стран, понимаете, и проводил подобную работу в разных странах. И в Германии, и в Израиле. Я знаю, как это работает, понимаете. То есть и концерны придут, и это им выгодно. И можно говорить о разных условиях, и нужно говорить и для бизнеса, и в том числе для людей, которые будут там работать. Для того, чтобы у них были стабильные деньги, чтобы они получали эту зарплату. Для того, чтобы у них откладывались деньги на тогда, когда они освободятся. Потому что у них должны быть деньги, чтобы они не выходили, что у них нету ни одной копейки в кармане. Понимаете, и самый главный вопрос в этом всем, понимаете, то есть это занятость. Когда люди не заняты в замкнутом пространстве, можете себе понять, к чему это приводит. Да? То есть это безделие. Это замкнутое пространство, это начинаются эти качели, которые никому не нужны, и в конечном итоге наркотики и все прочее. Вот тут, конечно же, момент, который, знаете, вот оно тогда затягивает всех. Тут уже у них нет альтернативы, оно затягивается всех. Мы знаем, что любое замкнутое пространство, армия, корабль, где бы это ни было, экспедиция полярная, это всегда место, которое генерирует вот такие вот какие-то вещи психологически очень сложные. А тем более с непростыми людьми, которые долго и вы понимаете, дело все в том, что этим людям самое главное, это для того, чтобы они понимали в реабилитации, что они будут восприняты обществом, что они не будут отторгнуты обществом. Понимаете? Потому что, ну, знаете, есть хорошая пословица, я ее всегда придерживаюсь: от тюрьмы и от сумы никто никогда не может отказываться. В разные времена это было доказано, разные истории это было доказано, но это действительно есть, и оно было, и, к сожалению, будет. Поэтому здесь нужно понимать, здесь не нужно этого сторониться, или бояться, или еще что-то. Тут нужно понимать, что люди, пробывшие долгие, недолгие срока, которые в местах заключения, они особенные. У них есть особенная психология, сложенная уже. У них есть определенные вещи и видения на эту жизнь. У них есть определенные вещи, невидения и так далее на, скажем, на разные формы правления и правительств, понимаете, и так далее. То есть к этому надо понимать, и это надо знать. Поэтому, если они попадают в реабилитационные центры после выхода и адаптируются, и спокойно выходят в общество, то есть это абсолютно безвредно. И для них, и для общества. Понимаете? Вот это наша цель. Это то, что касаемо реабилитации. Теперь я бы хотел вернуться к медицине. Да, мы говорим сейчас о здоровых людях. Это самый главный аспект. Кто сейчас занимается здоровьем людей в пенитенциарной системе? Понимаете, вот тут вот одна проблема сейчас существует, достаточно серьезная. То есть государственные правящие органы на сегодняшний день сказали следующее, что систему нужно пересмотреть, и с пенитенциарной системы, то есть она уже сегодня не пенитенциарная, она уже сегодня подпорядковывается Минюсту, мы это знаем, то медицину нужно выделить и передать Министерству здравоохранения. То есть это был раньше, то есть в одной системе, сейчас это передается другой системе. Я не совсем понимаю. Чем это мотивируется? Мотивируется это тем, что происходит реформирование. Понимаете, реформирование. Но я, насколько понимаю, что, наверное, не все совсем понимают, как этот процесс должен происходить. Допустим, я понимаю для себя это так, что
если мы идем этим путем, а этот путь абсолютно правильный, это действительно абсолютно правильный путь, просто надо знать, как к нему прийти, какими шагами к нему идти, чтобы это было безболезненно. Это действительно займет свое время. Вот. Но я это вижу таким образом, что тогда мы создаем больничные центры, где лечится прокурор, судья и осужденный. Это правильно, это демократично, это правильно. На одной больничной кройке, на одном больничном столе операционном. Так должно быть. Да. Тогда не будет разногласий в понимании. Тогда будет все четко и понятно. Да? То есть судья принимает решение о заключении человека под стражу и лишении его свободы за какой-то проступок. Да? То есть прокуратура в их полномочиях это все наглядать, чтобы над осужденным не были использованы какие-то, скажем, не те вещи, которые связаны с его лишением свободы, да, то есть лишением его медицины или еще каких-то вещей. Понимаете, этих не должно быть, поскольку государство человека... Лишение свободы. Вы понимаете, дело в том, что нужно посмотреть на эту точку так, что государство берет на себя ответственность, когда оно зачитывает уже о том, что сажают человека в места заключения, да, приговор. То есть оно в этот момент берет на себя ответственность за его жизнь целиком и полностью на 100%. А это самое главное за его медицину, за его здоровье. Он должен зайти и выйти здоровым человеком. Если он даже зашел нездоровым, он должен оттуда выйти здоровым. Поскольку государство в этот момент берет на себя 100% за него обязательства эти. Почему? Человек не свободен. Он не может постучаться в дверь и сказать: откройте, я пойду к врачу. Нет. Он не может этого, вы его держите в заключении, то есть государство. Поэтому вы его должны за него полностью отвечать. Все. Нельсон Мандела 24 года отсидел и все это написал. У нас это все расположено на сайте. Все права, которые должен востребовать на себя осужденный, они у нас прописаны на сайте. Не помню на скольких листах. Вот. Но это можно почитать и посмотреть. Это правильно. Понимаете? И тогда не будет, понимаете, не будет вот тех моментов, что люди каким-то образом обижены на государство, потому что оно их закрыло или лишило их свободы. Все очень просто. Да? То есть, если ты попался, тебя изолируют, и ты действительно, ты действительно это делал, и действительно ты попался, а не кто-то никого-то, знаете, всеми этими путями прикрыл ни за что, то человек прекрасно понимает, что он, да, попался, он несет эту ответственность. У него есть время подумать. У него есть время подумать, у него есть время переосознать, у него есть время научиться профессии какой-то другой, понимаете, и так далее и тому подобное. То есть он не должен терпеть физического насилия. Он не должен терпеть насилие того, что у него зуб болит, а ему не могут его вырвать, потому что нету инструмента. Или еще какие-то прочие вещи. Теперь, хотелось бы за туберкулез сказать. Вот меня этот вопрос очень волнует, очень. Я думаю, да, оно всю Украину должно волновать. Объясню в двух словах, не буду далеко входить в подробности. Значит, у нас в Украине находится 20 тубзон. 20 тубзон. Значит, в этих 20 это лагеря туберкулезные, так называемые. Понимаете? Тубзоны они называются. Там есть возможность лечения или там только туберкулезные больные? Там только туберкулезные больные, их 11 тысяч человек. Вот, их 11 тысяч человек. Теперь, у нас в Украине, к сожалению, присутствуют разные формы туберкулеза. И, к сожалению, Украина входит в пятерку стран, где присутствует форма туберкулеза, которая сегодня практически неизлечима. То есть Америка, насколько я информирован, сталкивалась несколько раз с этими случаями, так они людей в боксах отдельно держат по 1,5 года. Понимаете, то есть это действительно серьезная штука, да, то есть об этом нужно думать.
нужно думать и выявлять его там, внутри. А для этого нужно серьезное оборудование, для этого нужны лаборатории, для этого нужны флюорографы, для этого нужны рентгены, для этого нужна масса оборудования для того, чтобы эту форму и любую другую форму выявлять там, лечить ее и дальше прослеживать. То есть создавать реестр, куда люди выходят и где они дальше потом лечатся. Это очень важно, понимаете, поскольку что... А сейчас существует? Нет, сегодня это ничего не существует. Человек сегодня освобождается. Я вам скажу картину, как она есть. Человек освобождается, выходит, вот садится в маршрутку и едет, где едут еще 40 человек. Беременные женщины, все кто угодно. Об этом надо всем подумать. И он кашляет в этой маршрутке. И выходит и пошел дальше. Я вам скажу, что у каждого это проявится в разное время. А если там женщина была беременна, она сядет на плод. Плод когда-либо, потом это может форма возникнуть. И так далее, и так далее. То есть это колоссальная проблема, на которую надо сегодня обратить внимание. А их 11 тысяч человек. Разных. Да? Теперь мы возьмем гепатит. То же самое. Посмотрите гепатит, в каких формах и всего прочего. Теперь мы посмотрим на СПИД и так далее. Понимаете? И можно масса об этом говорить. Я уже не говорю о лагерях, как называется, инвалидные, куда свозят инвалидов, где людей свозят просто умирать. Умирать. Потому что там нет ни ходунков, там нет ни колясок, там нет ни памперсов, там нет ничего. Я просто молчу даже о душах каких-то. У нас же государство обеспечивает ходунками, колясками. Ну, кого? Инвалидов. Инвалидов, которые не в заключении. Которые не в заключении. Оно не обеспечивает и тех, которые вольные. Оно их не обеспечивает в том порядке, в котором должно обеспечивать. К сожалению, да. А мы уже не говорим... право. Мы говорим о тех людях, которых просто свозят туда умирать. Я вот приглашаю 103 канал проехаться по туб-зонам, проехаться по детским колониям, что немаловажно. Я вас приглашаю в Мелитополь, в детскую женскую колонию, где мы увидим, что там нету ни гинекологического отделения, где мы много-много-много можем увидеть разных всяких вещей. А вот вообще больницы, они же есть не при каждой, как вы говорите, зоне. Лагере. Не при каждом лагере. Это какие-то централизованные... Как быстро человек из лагеря без больницы может попасть в больницу, которая находится совершенно в другом заведении? Вы понимаете, это сложно. Это очень сложно. Поймите, вот давайте так, я вам просто территориально набросаю, чтобы было понятно. Если во всех больницах все специалисты. Смотрите, на Западной Украине не существует тубзон. Есть только женская одна тубзона. На Западной Украине. То есть, соответственно, все выявленные с той иной формой туберкулеза, либо подозреваемые. А подозреваемых не может быть, потому что нет оборудования. Это уже должно быть серьезно видно, что у человека уже проявляется туберкулез. Органолептическими методами. Ну, однозначно. То есть это уже все. Когда приходит этот момент, что парадоксально, этого нельзя делать, это ни в одних нормах не прописано. Его грузят в общий этап, что называется, когда идет перемещение заключенных, это называется этап. Это может быть Столыпин, то есть поезд. Это может быть, неважно, вот эти машины. Этапируют. Человека этапируют со всеми другими заключенными. Они едут в одном помещении, в закрытом помещении всеми. И кашляют, и чихают, и все они едут там. А потом их везут через всю Украину. Для того, чтобы их довести до тубзоны. Поэтому можете себе представить, что сколько ехало в этом этапе людей. Вот так они уже туда доезжают инфицированные или не инфицированные, никто это не выявляет. В общем, я вам скажу, что 20 лет работы, мы себе четко понимаем ее. Мы знаем, что нужно делать. План. У нас есть план, который прописан. Государство знает, что у вас есть план? Государство, вы знаете, мы несколько раз говорим с государством, но действуем сами. Понимаете, поскольку говорить можно бесконечно, но нужно делать. А в том состоянии, в котором все это находится, это уже минус плачевное состояние. Я не знаю, как его назвать. Понимаете, и поэтому нужно делать, и мы это делаем.
Вы молодцы большие. Спасибо вам большое, вы делаете доброе Спасибо дело. вам.